Итак, всем приветушки! В этом видео мы поговорим о главных фаворитках нового сезона во внутрироссийском фигурном катании. Сейчас наши фигуристки делают все, чтобы даже в условиях международного бана попытаться взлететь за новыми победами. Начнем с Камилы Валиевой. У Камилы это межсезонье по сравнению с ее коллегами было спокойным. Также известно, что она ставила новые программы и выступала на разных мероприятиях. Например, проводила открытую тренировку на Дне московского спорта и участвовала в сочинских ледовых шоу. Дальнейшие планы у Валиевой такие же: продолжать выступать на турнирах и осваивать новые программы на радость своих тренеров и зрителей. И все это, конечно, очень здорово. Но будет ли у Камилы для этого нужная мотивация? Ради чего ей теперь вся эта напряженка? За что ей бороться? Ведь ни на один мировой турнир она уже не попадет при любом раскладе. И это касается всех наших спортсменок. Но отсутствие мотивации – это не самое плохое, что может произойти с Валиевой в этом году. Самое страшное может случиться в развязке ее допингового олимпийского скандала. Так или иначе, финал всей этой истории близок, и вряд ли он будет утешительным для Валиевой. Есть большая вероятность, что Камила в новом сезоне может оказаться вообще вне игры. Далее, что касается Анны Щербаковой. У новой олимпийской чемпионки этим летом была активная деятельность. Она участвовала в шоу, успешно сдала госэкзамены и поступила в университет. Выступала на открытых мероприятиях, осваивала новые программы, снималась в разных шоу. Также у Анны было много отдыха и других житейских внеспортивных забот. Но нам точно известно, что Анна намерена продолжать свою спортивную карьеру. Но без проблем у нее не обошлось. У фигуристки произошла травма. В социальных сетях фигуристка написала сообщение о предстоящей операции на колене. При этом сроки восстановления неизвестны, и может случиться так, что у Щербаковой будет длительный процесс выздоровления. От этой затянувшейся паузы Анна может растерять всю свою форму, а наверстывать все это будет очень непросто. Теперь очередь дошла и до Александры Трусовой. В этом межсезонье Александра успела побывать в разных ролях. Она испытала себя в легкой атлетике, стала студенткой, сдала на права, оформила ИП и начала романтические отношения с фигуристом Марком Кондрактюком. Но при этом Трусова не расслабляется. Она заявила о желании освоить пятерной прыжок. Если вспомнить, то было время, когда по юниорам она была чемпионкой мира и России, била мировые рекорды и становилась первой фигуристкой-квадисткой в некоторых прыжках. Но вот во взрослой категории у нее пока что нет такого огромного успеха. У нее, конечно, есть бронзовые медали чемпионатов мира и Европы и серебро Олимпиады, но это не то, к чему она стремилась. В новом же сезоне у Трусовой появится шанс выиграть на чемпионате России или Гран-при страны. Это теперь максимум, чего она сможет добиться. Ни о каких чемпионатах мира мечтать теперь не приходится. И поговорим про последнюю главную фаворитку нового сезона, Елизавету Туктамышеву. По мнению Алены Леоновой, именно Туктамышева станет главной претенденткой на победу в этом сезоне. По словам Леоновой, уже должен настать звездный час для Елизаветы. Сейчас мы не знаем, что будет с нашими фигуристками. Некоторые в шоу катаются, и неизвестно, будут ли они выступать в этих соревнованиях. А Лиза, мне кажется, прямо так усиленно готовится к этому сезону, судя по ее соцсетям и видео с тренировок. Думаю, она серьезно настроена и будет в первых номерах, сказала Леонова. И самое последнее событие, на которое мы обратим внимание, касается олимпийской чемпионки Алины Загитовой. В понедельник, 5 сентября, Алина засветилась в прощальных фотографиях с гастрольным туром в Сочи,
где она участвовала в ледовом спектакле «Аленький цветочек». И вот в социальных сетях уже вовсю бурно обсуждают появившиеся снимки с участием Загитовой и остальных действующих актеров этого спектакля. Болельщики Алины отметили, что их любимице очень даже подошло новый набирающий в России популярность стиль, который в народе называют «бабушкино платье». Такому примеру Загитовой могут последовать многие, и в России в скором времени в таких бабушкиных платьях будут ходить все.